Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и мы, как всегда, здесь говорим об улучшениях, дополнениях и фишках наших Android-телефонов. Сейчас я хочу с вами поделиться двумя необычными приложениями с погодой, которые дают возможность поставить прогноз погоды вот сюда, в панель управления. Забегая немного вперед, скажу, что здесь можно разместить разные параметры: влажность воздуха, барометр и так далее. Также покажу, как изменять цвет этого виджета. Сейчас у меня здесь установлено два виджета, они от двух разных приложений. Помимо этой фишки, данные приложения с погодой совсем необычные, они имеют различные параметры, до которых мы еще дойдем. Но, наверное, самое главное — это данные виджеты, которые очень удобно просматривать на любых экранах. Неважно, на каком экране телефона вы сейчас находитесь, например, в настройках, либо переписываетесь в каком-то мессенджере, вы всегда сможете видеть точный прогноз погоды. Это очень удобно. Также, к примеру, вот сюда в строку состояния можно вынести прогноз погоды на несколько дней. Итак, у себя я удалил эти виджеты и приложения, чтобы вместе с вами все с нуля установить и показать вам. Чтобы все это сделать на ваших телефонах, вам нужно скачать одно из этих приложений. Рекомендую скачать сразу два и выбрать одно, которое вам больше понравится. Как всегда, скачать вы их сможете в моем Telegram. Ссылка будет в описании под этим роликом. Обязательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы разобраться во всех настройках, которые я вам сейчас покажу, и чтобы все правильно работало. Итак, сперва покажу приложение под названием Yo Window. Оно очень интересное, но немного проще, чем второе. Как только вы зашли в приложение, сверху нажимаем «Найти город». Прописываем вручную ваш город и выбираем его. Вот эту подсказку можно закрыть. Далее должно появиться такое окно. Нажимаем «Далее», «Разрешить уведомления», и с этого момента у вас должен появиться виджет в панели управления. Если у вас появляется окно с обновлением, то не нужно никуда переходить и ничего обновлять. Просто нажимаем «Спросить завтра». Также однозначно мне стоит предположить, если у вас телефон Xiaomi, то у вас скорее всего может появиться вот такой виджет за место виджета с погодой. В таком случае вам всего лишь нужно зайти в настройки, уведомления и центр управления, шторка уведомлений, стиль уведомлений меняем с MIUI на Android. Теперь у вас должен появиться виджет с погодой. Также отмечу, если вы поменяете шторку уведомлений с MIUI на Android, то ничего страшного не произойдет. Вот эта шторка останется точно такой же, как и была. А та шторка, которая вызывается с левой стороны, немного изменится, а точнее изменятся только вот эти виджеты. И все. Далее вернемся в наше приложение погоды, нажимаем три точки, настройки. Отключаем галочку «Показывать внизу панель со ссылками», чтобы вас по ссылкам никуда не перекидывало, они нам не нужны. Далее в самом верху уведомления, нажимаем сюда. Именно вот эта галочка включает наш виджет, вот она. Также отмечу, что эти приложения полные версии, так что здесь есть дополнительные настройки, например, дополнительный прогноз погоды. Если мы включим эту галочку, то вот здесь в уведомлениях мы сможем увидеть полный прогноз погоды на несколько дней. И смотрите, друзья, к примеру, расскажу, зачем я вообще установил эти приложения себе на телефон. К примеру, я поставил вот такие кастомные обои на главный экран и экран блокировки. И на экране блокировки здесь нет погоды, что не очень удобно. К слову, как устанавливать такие обои я показывал на своем канале. Ссылку на видео оставлю под этим роликом. Теперь, если у вас Xiaomi, в настройках зайдем в активный экран и блокировка, ставим галочку «Двойное касание для пробуждения». К примеру, часто такое бывает, что у меня где-то лежит телефон, я просто к нему подхожу, тапаю два раза и смотрю погоду. Тапаю еще два раза и экран гаснет. Очень удобно. Также еще, что очень важно в этой погоде, когда вы в нее заходите, вот таким образом пальцем вы можете проматывать время и смотреть, какая погода будет именно в этот промежуток времени. Покажу важную настройку, нажмем три точки, погода, текущая погода. Здесь мы можем выбирать и изменять метеоцентр, который будет отображать погоду в вашем городе. В целом плюс-минус они одинаковые, погода может отличаться на 1-2 градуса. Я оставлял у себя по умолчанию. И вот как раз таки сейчас мы подошли ко второму приложению. Давайте его разберем. Оно более точное, и оно мне больше нравится. Как только вы запускаете приложение, оно просит дать вот такие разрешения. Я все их даю, кроме местоположения. Его снимаю. Нажимаю «Продолжить». Приложение было создано для более ранней версии Android. Окей, ничего страшного. Теперь, так как мы запретили местоположение, нажимаем «Добавить город из списка».
Прописываем в поиске ваш город, выбираем. Далее, друзья, очень важно выбрать источник погоды. Вот он. Можете использовать как первый, так и второй. Лично я оставлю этот. Позже его можно переключить. Нажимаем ОК. Немного ждем загрузку, и у нас здесь появляются различные виджеты. Сейчас покажу, как их настроить. Вообще, друзья, это очень крутая и многофункциональная погода. Данная погода используется профессионалами, например, рыбаками, охотниками, альпинистами и так далее. Отмечу, что, конечно, именно это приложение не так хорошо воспринимается, как предыдущее. Это более сложное. Очень быстро расскажу ее возможности. На главном экране мы можем видеть вот такие часы. Каждый час здесь расписан. На каждый час вы можете видеть погоду, температуру, влажность воздуха, а также осадки. Если пролистнем вправо, то здесь мы можем увидеть погоду, которая сейчас, а здесь погоду, которая была в прошлом году, именно в это время. Всю погоду на графике мы можем отслеживать за каждый день. Внизу можно переключать месяцы. Листаем дальше, здесь отображается давление в миллиметрах ртутного столба. Сверху можно найти много дополнительных параметров, например, ультрафиолетовый индекс, скорость ветра, геомагнитный индекс, восход, закат и так далее. Итак, зайдем в настройки, нажимаем три точки, символ инструменты. Продвигаемся немного вниз, находим уведомления в строке состояния. Вот здесь-то мы и можем управлять вот этими виджетами. Смотрите, сейчас я снял все эти галочки. Оставил только одну, самую верхнюю. Внизу нажимаю ОК. Теперь на панели управления у меня отображается только погода. Также кому-то будет полезно поставить эту галочку, какая температура в реальности сейчас ощущается. Вот оно, на улице 9 градусов, но ощущается как 7. Также, к примеру, можно поставить направление ветра и влажность. Они будут отображаться вот так. Как же изменять цвет этого виджета? В тех же настройках в самом верху есть три вот таких параметра, отвечающие за цвет. Нажимаем первый. Выбираем любой цвет. Еще важный момент. В главном меню, чтобы изменить метеостанцию, нужно нажать вот сюда. Здесь можно переключаться между метеостанциями. Если нажмете минус, ваш город удалится. Если нажмете плюс, то добавить можно любой город. У нас практически все настроено, выглядит все очень стильно. Но есть еще одна финальная, очень важная настройка. Смотрите, если я вызову меню фоновых приложений и закрою все эти приложения вручную, вот так, то данный виджет у нас не исчезает, он остается. Но если я вызову тоже меню и нажму крестик, чтобы они все разом закрылись, то наш виджет также закрывается, но буквально через несколько секунд он запустится. Как сделать, чтобы в таких случаях он сам запускался? Все просто. Нужно зайти в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Здесь находим наше приложение и устанавливаем на нем галочку. Также покажу еще пару интересных моментов. Смотрите, сейчас у нас здесь отображается только погода на главном рабочем столе. Если я продвигаюсь дальше, то появляются часы. Возвращаюсь, часы исчезают. Почему так происходит? Если на главном экране у нас добавлены часы от MIUI, их нужно удалить, и часы у нас будут появляться всегда. А сюда, например, можно поставить какой-то кастомный виджет, как, например, вот этот кастомный виджет погоды от телефонов Samsung. К слову, если вы не знаете, как его установить, ссылку на это видео оставлю в описании. И если что, этот виджет от темы HyperMax, но на HyperOS эта тема может не найтись. А также, если вам в целом понравилась моя кастомизация телефона и вот такие обои, например, на экране блокировки здесь отображается погода. Сверху плывут облака, это реальное отображение погоды. Когда разблокирую, все это выглядит так. Как поставить такой экран блокировки и такие обои, ссылку на это видео также оставлю в описании. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео, делитесь им с друзьями. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.